Африканский монстр – тигровая рыба Голиаф. Считаете, что самый опасный хищник африканских рек – это крокодил или пиранья? А вот и нет. Познакомьтесь с огромной водяной собакой или мбенгой. Так называют тигровую рыбу Голиаф местные жители. Науке известно 5 видов этого хищника, принадлежащего к роду гидроцины. В реке Конго можно встретить самый крупный вид этой машины для убийств – полосами тигра. Это и есть своего рода тигр, только живущий под водой. Этот монстр сможет впечатлить кого угодно и навести ужас на всех и каждого. Вес этого хищника в среднем составляет 50-70 килограмм, а в длину он может достигать до 2 метров. Огромная голова водяной собаки поражает крупной пастью, которая насчитывает 32 очень острых зуба длиной около 3 сантиметров, по 8 на каждой челюсти. Такие острые зубы нужны этим монстрам, чтобы быстро схватить и разорвать жертву, а не для того, чтобы тщательно пережевывать. Если Голиаф потеряет свой зуб, не беда, на его месте в скором времени вырастет новый, не менее острый. Голиафу не страшны сильные течения. Он может охотиться за своей жертвой, развивая огромную скорость, плавая даже против течения опасных и бурлящих рек Африки. Встретиться с монстром можно и в бурных водоемах, и в спокойных мелких речках. Наиболее распространены тигровые рыбы в реке Нил, Конго, Омо, Сенегал, в озере Танганьика воздухом. Этот обжора может есть все, что попадается у него на пути. Он практически всеядный. Голиаф не брезгует ничем. Рыба-тигр глотает маленьких рыбешек целиком. Добычу покрупнее будет разрывать и есть по кусочкам. Не только рыбой и подводными жителями питается монстр. Голиаф не откажется ни от уток, ни от ласточек, ни от другой птицы или мелких млекопитающих. Любимое лакомство этого устрашающего хищника – рыба камбу, которой просто немерено в реке Конго. Это своего рода десерт для водяных собак. В течение 15 дней ученые наблюдали за водяной собакой. Эта рыба сожрала более 300 птиц, и это не предел ее возможностей. Этот хищник вполне может справиться с крокодилом, чтобы отведать мясо рептилии. И для этого Голиафу не нужно ждать наиболее благоприятного дня для лунного цикла. Он легко расправляется с небольшим крокодилом. Местные жители не рискуют и лишний раз не заходят в воду, ведь известны случаи нападения Голиафа и на людей. Так, рыба выпрыгивает из воды и впивается в горло человека, поэтому, если ему не хватает кислорода под водой, он может подняться на поверхность, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Он может дышать и под водой, и на суше. Фантастика! А если вдруг жарким летом водоем, где обитает Голиаф, высохнет, тогда он просто зароется в грязь, используя свою прежнюю жизнь, как ни в чем не бывало. Какой-то терминатор животного мира. Брачный период у водяных собак занимает несколько дней, но не все так просто. Если условия для продолжения рода неподходящие, например, мало дождей и сильная жара, то Голиаф может подождать еще годик. Если же партнеров все устроило, то совсем скоро на свет появятся детеныши этих монстров, которые будут расти сами, превращаясь с каждым днем в мегапираньи. Нерестятся рыбы, как правило, в декабре и январе, мигрируя в теплые реки. Самка среди густой растительности откладывает довольно много икры. Там и живут первое время в теплой воде мальки, которые спустя время переберутся в крупные реки. Если вы решитесь поохотиться на этого хищника, то вам необходимо как следует подготовиться к таких же сумасшедших единомышленников. Не лишним будет обратиться за помощью к местным жителям, которые пойманная тигровая рыба весила около 70 килограмм, а ее длина составляла около 1,5 метров. Некоторые экстремалы даже заводят такого питомца в аквариумах. Такое увлечение не из дешевых. Аквариум должен быть рассчитан минимум на 15 тысяч литров, а чистить его необходимо постоянно, учитывая, как едят эти хищники. Вот только делать это следует чрезвычайно аккуратно, ведь мбенга легко расправляется даже с крокодилами, что уж говорить про людей.
Это самая опасная пресноводная рыба во всем мире, пожалуй, после пираньи. Но в аквариуме она не вырастает такой крупной, как в дикой природе, не более 75 сантиметров. Живет тигровая рыба в среднем 12-15 лет. Самцы обычно крупнее и более массивные, чем самки. В природе тигровые рыбы живут, как правило, в одной стае с рыбами своего же вида или с другими крупными рыбами. Эти рыбы не всегда бывают агрессивны, но вот покушать они очень любят. Поэтому если такая рыба живет в аквариуме, кормить ее необходимо живой рыбой, креветками, фаршем, а спустя время водяные собаки могут есть даже корм или замороженные продукты. Необходимо чередовать питание голиафов. Молодые особи поначалу могут питаться и хлопьями, а чтобы рыбам было уютно и они чувствовали себя как в реке, украсьте аквариум крупными корягами, камнями, песком. Позаботьтесь об идеальной фильтрации воды и не забудьте о том, что тигровые рыбы любят сильные течения. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.